Я ненавижу свою работу. Она меня так достала. Каждый день новые задания. Знаете, я его так любила. Очень любила. В конце концов, сколько он может так поступать? Он же мой брат. А я говорю ей, уходи. Забирай вещи, уходи, видеть я больше не могу. Она плачет, сидит и плачет. Да еще меня во всем винит. А я работаю много. Да, я не прав, и совесть мучает, собственно, поэтому и здесь. Я его ждала. Очень долго ждала. И не знаю, ждать ли мне еще. Я не понимаю, что мне делать. Как А я жить говорю ей, дальше? уходи. Я ненавижу Забирай свою вещи, работу. уходи, видеть Я я его больше так не могу. любила. Она меня Она так плачет, он может сидит и так плачет. поступать? Он же мой А я брат. работаю Я много. его ждала. ненавижу ждала. так Да, я не прав, и совесть мой мучает, брат. собственно. В конце концов, А я сколько говорю он ей, может уходи. так Знаю, поступать? Забирай Он же мой вещи, брат. уходи, видеть я Каждый больше не день могу. новые делать? задания. Сегодня надо заставить себя выйти в город и прогуляться. Работа заедает, впрочем, как и всегда. Сотни лиц, сотни писем, сотни людей потоком перед моими пальцами. И я с космической скоростью печатания на клавиатуре. Когда онлайн-консультирование только зародилось, это была эксклюзивная история. Было приятно работать, не выходя из дома, и получить в 2-3 раза больше руководителя небольшого предприятия. Потом все стало буднично и привычно, иногда как конвейер. Чем больше людей ко мне приходило, тем больше я слышала их боль внутри себя и чувствовала ее как свою. Я слышала их мысли так явно, словно они говорили своими голосами прямо у меня в голове. И это было не только у меня, так происходило во всех странах и на всех континентах. Весь мир и вся жизнь постепенно перемещались в голову, вернее, сознание. Мам, ты слышала меня сегодня утром? Да, милая, у тебя все в порядке? Да, теперь все хорошо. Впрочем, тишиной это было трудно назвать. На окраинах сознания всегда кто-то шумел, спорил, просто болтал или выяснял отношения. Я называла это коммунальной квартирой. Соседей никуда не денешь, но можно прикрыть дверь, чтобы шум стал потише, и не вникать в смысл их разговоров. Ты где гуляешь вообще, подруга? Статья когда будет готова? Скоро будет. Как ты? Немного сумбурный день сегодня, но это ничего. Кстати, я все время хотела тебя спросить, как ты делаешь это. Ну, я концентрирую свое внимание на кончике носа. И? И чувствую запах того, чей образ у меня сейчас в голове. Ты все еще продолжаешь печатать по старинке? Да, мне иногда этого не хватает. Я привыкла конспектировать консультации для того, чтобы потом можно было пересмотреть записи. Ты даже меня приучила печатать. И я могу почувствовать запах цветка высоко в горах. Я могу ощутить твой запах. Закрой глаза. Сейчас я коснусь рукой твоей щеки. Мысленно. Что ты чувствуешь? Нежность. Внутри меня столько нежности. Видишь? Ты чувствуешь не только, как я прикасаюсь к тебе, но и то, что внутри меня. Мои мысли и ощущения. Правда здорово?
Иди ко мне. Ближе. Вот так. Привет, малыш. Ты уже проснулась? Малыш, солнце мне уже давно и крепко 40. Мне даже стыдно подумать о нашей разнице в возрасте. Вот и не думай. Нам же было хорошо с тобой вчера вместе. Мои дети выросли уже и разлетелись по всему миру. Миру, в котором есть плохая связь, хорошая связь и связь более-менее. Я подумал, я хочу сделать тебе предложение. Ты выйдешь за меня? Давай поговорим об этом позже. У меня сейчас консультация. Добрый день. Что вас привело на консультацию? Я не знаю. Сколько вам лет? Мне 23. Мне трудно об этом говорить, я боюсь, что вы меня не поймете. Расскажите о себе, мы попробуем разобраться вместе. Понимаете, у всех моих подруг есть парни. У многих уже есть семьи, а у меня никого нет, я одна. На вас не обращают внимания мальчики? Или вы сами не хотите знакомиться? Ну нет, ко мне стучатся мальчики часто, но это все не то. Не то? Ну это все, знаете, какое-то не настоящее. Ну знаете, я читала, вот раньше люди ходили по улице, они держали друг друга за руки. Вот это настоящее, наверное. Вы неслышащая? Я не виновата, что родилась не такой, как все. Нет, там нет ничего страшного. Очень многие люди рождаются с какой-то болезнью, у них может не быть руки или ноги, но они потом адаптируются и живут полноценной жизнью. Вы не понимаете. Не понимаете, я не хочу быть такой, как все. Я не хочу жить в этом грёбаном мире, где я не могу взять кого-то за руку. Ты освободилась? Да. Так ты выйдешь за меня? Виртуальный муж. Я даже не знаю, как ты выглядишь. А это сейчас не важно? Все так живут, это нормально? Виртуальная свадьба, Да? потом виртуальный развод. Мне надо подумать. Подумай. Здравствуйте. Я та, которая не слышит. Ты та, которая пришла? Проходи. Твой звонок прозвенел, словно колокол. Он был мертв уже несколько лет. Люди давно не ходят в гости друг к другу. Сейчас это просто не принято. В детстве моим самым любимым местом была кухня. На ней решались все самые важные вопросы. Куда спрятать шпаргалки? На кого посмотрел мальчик? И что делать с первыми прыщами? Но самым главным было варенье. Вишневое. С косточкой.
Я боюсь, что ты сейчас растаешь. Ведь все правильно слышите. Меня так и зовут, меня зовут Тая. Вы понимаете, я просто должна была что-то сделать. Это ведь ничего, что я к вам пришла, правда? Все в порядке. Я просто должна была что-то сделать, я должна была куда-то идти, но я совсем не знаю куда. Можно? Можно я просто подержу вас за руку? Ты здесь? Спишь? Слушай. А может, нам встретиться? Тебе плохо со мной? Тебе чего-то не хватает? Нет, я не знаю. Просто что у меня есть, кроме этих букв на экране монитора? Тебе надо поспать. И мне тоже. Надо просто выспаться. Ты устала. Ну почему мы не можем встретиться? У меня ничего нет. У меня нет тебя, нет твоего тела, нет твоих рук и губ, только воздух. Буквы на экране. Ты ведешь себя как эти глупые юные активистки из движения Real Life. Это же смешно. Нет, подожди. Не ты ли говорила, что самое главное это познать друг друга изнутри? Ты жаждала единения душ, ведь так? Скажи, так? Я знаю, какую музыку ты любишь. Я знаю, какие книги тебе нравятся. Я все знаю про тебя. Что тебе еще не хватает? Мы с тобой каждую секунду проводим вместе. Почему ты говоришь, что у меня нет у тебя? Почему мы не можем встретиться? У тебя дверь была открыта, и я вошла. Я сегодня без приглашения, но ведь так даже интереснее, правда? Понимаешь, мы живем в странном мире. В каком-то неправильном мире. И вся наша жизнь происходит только в нашем сознании. Все только у нас в голове. Мы влюбляемся, разводимся, женимся, снова разводимся, опять влюбляемся. И все только в голове. Даже новые места мы посещаем только у себя в голове. Жонглируя всеми этими сценариями, местами, прошлым которого не хотим отпускать, будущим которого боимся и настоящим которого у нас просто нет. Потому что его съедает прошлое и будущее, ведь вся жизнь в голове. Ведь вся жизнь не тело. Ну, потому что на самом деле мы просто трусы. Понимаешь? Это ведь так удобно спрятаться в своей скорлупе. В своем пространстве не надо делать вид. Не надо делать какое-то усилие над собой. Не надо мечтать о чем-то, стремиться к чему-то. Не надо пытаться. Не надо приобретать новый опыт. Ничего не нужно. Ведь по большому счету это просто игры разума. В конечном итоге никогда не знаешь, кто по ту сторону экрана. Вот никогда на 100% не знаешь, кто там. Мужчины притворяются женщинами, женщины мужчинами. Сильные притворяются слабыми, слабые сильными. А глупые всегда хотят казаться умными. Ты забываешь, что мы слышим. Да. А ты знаешь, что бывает, если телефон поднести к компьютеру?
помехи. Так вот, ты никогда не думала, что то, что мы слышим, это всего лишь искажение? Искажение нашего восприятия. Мы слышим то, что мы хотим слышать. Мы все ищем принятие. Я, ты, все. Мы ищем его у близких, у родных. Наверное, это самое сложное — принять человека таким, какой он есть. Я не знаю, могу ли я принять все таким, какой оно есть. Я знаю, просто я застрял между чем и чем. между желанием быть с тобой и невозможностью быть с тобой. Я боюсь людей. Я их скорее даже ненавижу. Они грубые и злые. Они злы настолько, что если им не нравится, они просто не могут сказать об этом. Если мои картины дерьмо, я сам знаю, что они дерьмо. Неужели так трудно мне сказать об этом? Ты пишешь картины? Они просто грубые и бесцеремонны. Они как танк проезжают по твоей душе и бесследно исчезают. Нет, когда все нормально, то я им нужен. Но как только я делаю шаг вправо или влево, я пытаюсь понять, какой я им больше не интересен. А какой ты? Я не знаю. Лучший способ выбросить свою жизнь на помойку. Не знать, куда ты хочешь прийти. У тебя есть рецепт счастья? Нет. Я могу идти рядом, но просто держать за руку. Я не хочу быть твоим пациентом. Ваши должны были учить не терапевтировать близких. Я прошу тебя, оставь меня там, где я сейчас есть. Как я люблю прикасаться к деревьям. Когда я прикасаюсь к ним, я очень многое чувствую. Гораздо больше, чем другие. Куда мы идем? Мы идем в лес. Ты знаешь, я нашла таких же людей, как и я. Их, правда, совсем немного, но они, знаешь, они совсем другие. Они живые, они настоящие, что ли. А я, наверное, заблудилась в своем собственном лесу. В нем нет деревьев, к которым можно прикоснуться, но от этого он не менее дремучий. Ты заблудилась в своей голове. А у человека есть еще и тело. Тело? И оно почему-то вдруг проснулось. Это такое мучительное чувство хотеть прикоснуться к человеку и ловить пустоту. Я убила его вчера. Внутри себя. Ну, и что ты теперь будешь делать? Я не знаю. Ну, это нормально. Знаешь, жизнь ведь не шахматная партия, где можно все рассчитать заранее.